Привет! Сегодня у нас очень интересные будут тесты. Они будут связаны с DatePicker. Возможно, в некотором смысле это такое устаревшее дело, и там заменять даты, там использовать. Но у нас будет отличная возможность поработать с селектами и со значениями. Вот, поэтому это отлично, тоже будет практика. Вот, так что присоединяйтесь. Те, кто впервые на моем канале, рекомендую посмотреть видео пролог. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал в Телеграме и Телеграм-чат, где мы сможем с вами пообщаться, ну, либо пишите свои вопросы в комментарии. Я уже набросал основную канву, то есть у нас будет два теста, проверять, которые изменение даты и изменение даты и времени. То есть вот у нас просто дата, выбор даты и дата и времени. Затем я создал класс в пейджах, это DatePicker Page, и в виджетах, ну точнее в локаторах также то же самое DatePicker Page Locators. И начнем с локаторов, начнем, конечно же, с обычного с даты. У нас здесь присутствует что? Во-первых, это input. Во-вторых, это выбор месяца. В-третьих, это выбор года. И в-четвертых, это выбор дня. Конечно, наверное, можно было там написать, что... Нет, нельзя. Так что будем делать с помощью выбора календаря. Первое, что нам нужно, это input. Потом, я уже перечислил. Так, что-то я стал заговариваться. Итак, локаторы, значит, date, input, потом date, select months, date, year и date, select day, list, потому что у нас будет там сразу много элементов, которые мы будем выбирать. Итак, поехали первое. Значит, это input. С инпутом у нас все понятно. Далее нам надо выбор месяца. Так, где у нас оно тут оно есть? Select с классом React DatePicker Months Select. Вот, так что мы сделаем Select класс. Бум. Окей, дальше то же самое. Ну, давайте я сейчас сделаю немножечко вот так вот. И единственное, здесь я поменяю на year. И давайте проверим, так это или не так. Select year. И day list. Day list будет такой. Это очень длинная надпись, длинная запись. Вот, поэтому я сейчас сделаю немножко следующим образом. Я сделаю div класс. Так вот длинненько, да? Но, по крайней мере, так, у нас в одном экземпляре это будет не совсем, так где же она? Не совсем корректно. Вот у нас здесь вот так это выглядит. Оп. 23 неверно. Не ищет, но мы используем следующий момент. И у нас получается 42. Почему 42? Ну потому что у нас идет... Ну, соответственно, все у нас здесь есть. Но, возможно, кто-то там забыл или пропустил. Это простая тема, связанная с селекторами. То есть ты можешь использовать звездочку. Вместо этого там, ну, вариантов масса, в общем. Так, ну давайте, значит, у нас здесь все готово для нашего обычного, ну, для просто даты, для просто даты. Единственное, что нам надо, это нам еще надо сгенерировать. Нам нужен генератор, который позволит нам делать случайные даты. Вот, поэтому я предлагаю вернуться к нашему дата-классу.
будет у нас класс data. Здесь у нас будет day, month, year and time. Ну, time это, конечно, потом, но в любом случае тоже понадобится. Ой-ой-ой. Вот, значит, у нас все здесь готово. Generate update. И что у нас-то будет? Будет у нас, точнее, не так. Сначала у нас будет, ну, пусть будет year. Это у нас будет fake. Что у нас есть? У нас fake. Давайте я добавлю сюда еще английский вариант. Потому что, по-моему, в русском там то ли нет таких возможностей, то ли там формат какой-то неподходящий. Честно говоря, забыл, почему я использовал yen. Ну, опять лишний раз использую. Ну, в смысле, yen имеется в виду английский вариант. Подзабыл этот момент. Ну, можете посмотреть. Если в русском есть, то есть. Просто пишите документацию faker. Там в поиске напишите, допустим, там yen.ru, years, там time, не знаю, там data time. У вас будут какие-то такие значения. Так, это у нас будет 4. Здесь у нас будет months name, потому что у нас имена не по числам, у нас именно название имен. Далее day. И day у нас здесь должен быть не просто день, там Monday, Friday, а day of months, то есть число месяца. Ну, точнее, число дня, месяца, то есть первый, второй, третий, там какой. Единственное, что time я буду выбирать без случайности. Сразу здесь у меня будет time, у меня будет равен 12:00. И опять, отлично, кстати говоря, задание для вас. То есть у нас здесь открывается число. Смотрите, здесь генерация каждые 15 минут. Вы можете сделать и придумать генерацию с шагом в 15 минут, чтобы у вас все время менялось рандомное время. Я оставлю, просто у нас время будет 12:00, а вам нужно задание сделать метод, который позволит, ну или функцию, которая позволит это время менять, генерировать таким образом, чтобы у нас минуты были по 15 минутам. 12, потом 12:15, 12:30 и так далее. И таким образом случайное время выбиралось, а не какое-то конкретное, как у меня. Двигаемся дальше. Теперь следующим нам нужно просто next generate нет date не color. Ну и это надо заимпортировать, конечно. Все, с этим у нас готово. Теперь нам нужно что? Input date. Кликаем и забираем значение, чтобы сразу сравнить. То есть input у нас будет date self. Input date self элемент is visible self locators date input. Затем мы берем value date before. Здесь мы берем input date и нам нужен get attribute. Get атрибут у нас будет value. И значение как раз таки у нас уже после этого, после того, как мы взяли значение, мы делаем клик. Далее нам нужно все эти данные использовать. Но вопрос, как нам это сделать? Казалось бы, что? Клик, опять клик, опять клик, 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 клик. Что за черт возьми? Это не совсем корректно, я так думаю, вы понимаете, потому что у нас здесь есть замечательные элементы, которые называются, немножко здесь пониже и еще пониже, которые называются select, теги select. И для того, чтобы нам использовать select, я предлагаю сделать отдельные методы, которые будут у нас
достаточно простыми. Это будет select date by text, поскольку у нас текстовое представление, ну, мы будем с помощью значений, текстового значения это все брать. И для этого нам нужен элемент сам, элемент, и затем нам нужно значение. А теперь мы берем и используем select, где у нас будет self элемент, нет, is present. Затем здесь мы как раз таки используем элемент. То есть у нас нам только сначала, да, нужно select заимпортировать. Импортируем из Selenium. Вот. То есть вот у нас получается класс, который использует эти select элементы. И благодаря этому у нас есть замечательная функция, специальный метод, который нам позволит выбирать по видимому тексту. Вы можете поиграться и посмотреть разные варианты. То есть у нас, вот видите, by value, by index. И давайте сделаем by visible text, то есть по тексту, который мы видим. И вместо текста я сделаю value. Но можно посмотреть, возможно, у нас есть вариант, чтобы мы выбирали с помощью значения. Но, вот в чем проблема. Мы не можем взять по значению, потому что в генераторе я генерирую не циферки от 0 до 11, а именно месяца. Я решил сделать то, что будет более наглядно. А наглядно, конечно, будет использовать именно текст. То есть у нас каждое название нашего месяца. И таким образом у нас это вот происходит. И теперь уже все, у нас готов наш метод. Будем self select date by text. У нас он будет 2 раза, 3 сейчас мы чуть позже об этом поговорим. То есть self locators date select months. И значение, которое будет у нас, это date months. Ладно, рано скопировал. А здесь будет select year и значение year. А вот тут уже, когда мы хотим использовать день, то мы не можем использовать, потому что у нас будет массив из данных. И давайте сделаем метод, который нам позволит выбирать дату из списка. Вот, поэтому давайте сделаем сейчас select date item from list. Сюда мы передаем также элемент, потому что множественное число, и value. И делаем, value это будет, соответственно, наше случайное значение. И item list будет у нас включать в себя elements, точнее self elements are present, потому что массив. Затем берем цикл и проходимся по нему. И мы говорим, что если item текст, то есть циферка будет у нас равна нашему значению, соответственно, мы тогда item кликаем, и потом делаем break. Потому что у нас уже все, то есть не нужно проходиться по всем элементам, какое попадется, первое наше единственное значение, так будет и, соответственно, сработает. И это будет хорошо, даже если, например, у нас, как в данном случае, появляется несколько единичек или несколько двоечек, то первое вхождение
в первое встречающееся сразу оборвет цикл, и мы кликнем на какое-то значение. И это будет, в принципе, отличный результат. И вот теперь тут мы уже пишем. Тут мы уже пишем, что? Что self select date item from list мы выбираем self locators day list и затем выбираем date day. Ок, ок. Теперь нам нужно взять value date after и получить опять то же самое. Ну, в смысле, получить наш value. И тогда мы возвращаем сразу value before и value after. И давайте проверим, получается это или нет. Date picker add select date. Немножко здесь, как бы я не очень корректно, наверное, именовку сделал. Сделаем тогда вот так вот set. Set и set. Точнее, неправильно вдвойне. Сделаем вот так вот. И вот так вот. Вот, теперь все нормально. И здесь мы уже выбираем Select Date. Да, я не буду сейчас пока в отдельную там переменную выносить. Сразу возьмем этот список. Точнее, не список у нас получится. Ну, ладно, сейчас мы кортеж, по идее. Давайте запустим, посмотрим, что из этого получится. Все ли мы учли или нет. Ну, все у нас обвалилось. В каком месте? Случилось то, что я неправильно указал название месяца. Но запустим еще раз. Вот мы получили то, что хотели. Дата одна и дата другая. Супер? По-моему, супер. Ну давайте все-таки я сделаю таким образом. Но они у нас не равны. И у нас остается select date and time. И опять для этого нам нужны локаторы, которые мы еще пока не сделали. Локатор у нас будет input, локатор у нас будет месяц, год, время. Точно так, месяц, год, время, либо у нас еще такая есть возможность. Давайте посмотрим, как вообще там у нас это все дело выглядит. Так, span. Ага, видите, у нас здесь уже это не селекты, а year тоже. Здесь у нас дивы. Хотя я, наверное, поторопился, может у нас есть селекты, но я не туда. Нету. Ладно, давайте работать по мере поступления проблем. Time. С этим готово.
Далее нам нужен месяц. Так, раз, два. Смотрите, у нас получается дивы. В общем, нам нужно будет кликать на месяц, а потом еще отдельно брать эти списки. Обратите внимание вот сюда, когда, то есть я хотел вообще сделать presence просто, что если у нас они есть элементы, но они подгружаются, они, видимо, генерируются с помощью React, как тут написано, JS. Обратите внимание сюда, то есть я нажимаю, появляется div, убираю, пропадает, опять хоп, появляется, хоп, пропадает. Вот поэтому сначала мы делаем вот таким образом div, так. Далее, ну давайте я сейчас вот это скопирую. Ну, там потом будет проще исправлять. Далее год. Так. Даже вот этот. Так. Год и время. Время нам достаточно взять все вот это дело. Это будет у нас список, кстати говоря. Только у нас здесь... Ой, блин. Только у нас здесь будет тег li. И может быть тогда, чтобы было понятно, то есть у нас там много айтемов. Далее, как я уже сказал, нам нужно вот это и вот это, их список. А список у нас выглядит следующим образом. Месяца. То есть один элемент отсюда у нас будет такой. Он будет лежать div, класс. Окей, правильно. А год будет... год будет так вот выглядеть. Вот, теперь у нас все готово. Массивненько получилось. Давайте здесь сделаем пониже. А здесь уже сделаем select date and time. И как вы, думаю, можете догадаться, нам вот нужно будет вот это, я думаю, даже вот это вот все вместе. Единственное, что кликать мы будем на date and time input. Input date, окей, клик. Далее нам нужно что? Нам нужно кликнуть на месяц, то есть self element is visible self locators date time months click затем мы делаем self select set date item from list, потому что мы берем данные из списка. Получается, здесь нам нужен date months list, и value это будет date months. Затем то же самое, только у нас только будет здесь год, а затем время.
Время также делаем как time list. Так, далее нам нужно наше вот это вот значение и также вот это вот значение тоже. Давайте проверим. Поехали. Посмотрим, что получится. То есть у нас было, то есть я первый автор, то есть before, это второй, был 28 мая, соответственно, какой сейчас, там час 30, а потом поменялся на 28 мая, просто изменилось время, но не изменилась дата. То есть что-то пошло не так. Вряд ли это была случайность. Давайте проверять. Изменение меняется только время. Значит, что-то здесь не так. Не так, у нас еще я пропустил день. Помимо того, что у нас просто там что-то не кликается, я еще пропустил день. Set from list. Кстати говоря, день у нас просто день. Ну, потому что они у нас там одинаковые. Получается day. Давайте еще раз запустим. Но видите, у нас здесь не меняется ни. Так, я тут немножко понял проблему, которая заключается в том, что у нас месяца все, вот в этом, в первом самом select date мы выбираем года, и там просто от 1900 до 2100, грубо говоря, все. А здесь у нас всего лишь, точнее, не совсем корректно сказал, у нас здесь есть все там необходимые даты условно, но если мы выбираем это в дом элементе, таким образом, то количество этих дат меньше, потому что остальная часть скрыта, пока мы не нажмем на кнопочки. Вот так вот, когда мы нажимаем, у нас появляется. Но, естественно, если у нас будет дата, которая там 1900, например, и мы будем кликать до изнеможения, это вообще не очень корректно, не очень будет правильно. Поэтому я сделаю такое небольшое послабление и просто явно буду указывать один конкретный год. Вот, соответственно, у нас будет, здесь будет 2020. Посмотрим, как у нас будет выглядеть тест. Ну вот, у нас, соответственно, кстати говоря, вы видели, что у нас данные изменились, но здесь опять ничего не изменилось. Возможно, еще такой вариант. То есть нам нужно input date авто и его использовать в данном случае. Вот. Поскольку нам нужно было, нам необходимо, ну, то есть, что здесь происходит? Мы сначала кликнули и сохранили одно значение, потом здесь его поменяли и его же там используем. Но если сделать time sleep, то, естественно, там все это кликнется, она изменится и нужные данные подтянутся. Но если у нас быстро все происходит, нам нужно повторно обратиться к нашему уже измененному инпуту и из него вытянуть значение. В таком случае тест уже будет проходить наверняка. Поэтому здесь пишем, здесь тест у нас уже готовы.
И пишем негативный месседж. То есть дата не была изменена, и дата и время не были изменены. Вот. Точнее, тогда нужно писать. Делаем commit and push. Вы молодцы, спасибо вам за внимание и за то, что вы работаете вместе со мной. Теперь пришло время привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и потом обязательно возвращаться.